Приветствую! Сегодня у нас 13 февраля и анализ последних важных новостей из Германии. Я такого, друзья, на самом деле еще не видел, как в Бундестаге происходила жаркая схватка между лидерами разных партий Шольцем, Алис Вайдель, Мерцем, Хабиком и другими. И это все во время политической гонки перед выборами канцлера Германии. Я постараюсь вам сегодня эти невероятные перепалки рассказать, детально преподнести, и вы будете, конечно же, в шоке, потому что никто из вас и никогда еще не могли даже подумать, что стены немецкого Бундестага могут такое выдержать. Но сначала я хочу вам выразить, конечно же, благодарность за вашу поддержку лайками и сказать спасибо новым зрителям за то, что вы подписываетесь, так как это стимулирует меня выпускать больше интересных видео и делать захватывающий анализ политических событий в простом и понятном для вас изложении. Итак, друзья, прошло ровно 3 года и 2 месяца после своего первого заседания, и 20-й созыв Бундестага собрался в последний раз. Все, казалось бы, ничего, но эта финальная сессия оказалась настоящей политической ареной. Острые слова, громкие обвинения в адрес друг друга и напряженная атмосфера – это именно так проходила финальная дебатная битва перед выборами. Меня порадовало все-таки, друзья, то, что стены немецкого парламента все-таки выдержали все эти крики и склонения. Действительно, ведь это последняя битва, и партийные лидеры сошлись лицом к лицу, глаза в глаза, и настал тот момент, когда можно высказать друг другу все, что каждый думает друг о друге. Забегая наперед, сразу скажу, что за трибуной Бундестага выступили все абсолютно ключевые фигуры. Канцлер Олаф Шольц, его главный соперник, а также лидеры крупнейших партий. До выборов сейчас у нас с вами остается ровно 11 дней, и каждый из них использует свой этот шанс, чтобы ударить оппонента и мобилизировать своих сторонников. Один из самых резонансных эпизодов стало жестокое столкновение главы альтернативы для Германии АФД Алис Вайдель с председателем Бундестага Бербель Бас. Когда Алис Вайдель обрушилась с обвинениями на правительство, Бас резко пресекла ее выступление и потребовала соблюдать регламент. В ответ на это Алис Вайдель бросила едкое ей замечание, а в зале раздались возмущенные крики со стороны депутатов АФД «Альтернативы для Германии». В тот момент в воздухе, конечно же, стало такое напряжение, что разряд накала, наверное, мог даже спровоцировать молнию. Но главной неожиданностью здесь стало выступление именно Кевина Кюнерта. Это политик СДП, социал-демократической партии, который уже фактически отошел от дел, но он внезапно почему-то вернулся, чтобы в последний раз обратиться к парламенту. Его речь на самом деле была настоящим эмоциональным манифестом защиты социал-демократов и нападки на правый популизм. В это время в рядах СДП раздались, конечно же, бурные аплодисменты, тогда как представители оппозиции реагировали сдержанно и даже враждебно. Но, открывая эти дебаты, канцлер Олаф Шольц сделал все, чтобы подчеркнуть свою решительность. Друзья, возможно, его позиции сейчас не самые сильные, но не собирается сдаваться без боя. Он громким тоном заявил: «Сила лидерства, выдержка, четкий курс – вот что действительно важно в сложные времена, а не метание и пустые лозунги». Вот его цитат. Это был явный выпад в сторону главного соперника его Фридриха Мерца. Шольц этим показал, что несмотря на кризисные рейтинги свои, он готов бороться все-таки за второй срок. Атмосфера в зале Бундестага еще сильнее накалилась. На фоне разгоряченных дебатов Олаф Шольц не стал сдерживать себя. Как я сказал, его выступление было наполнено жесткими выпадами в адрес главного его соперника, главы ХДС Фридриха Мерца, и откровенными предупреждениями о трудных временах, которые ждут Германию. Шольц в глаза Мерцу громким тоном сказал: «Я не обещаю вам рай на земле, но я гарантирую, что мы пройдем через это вместе», громко заявил Шольц, обращаясь к Фридриху Мерцу и гражданам. Он также напомнил, что его канцлерство оказалось в тени масштабных кризисов, от войны в Украине до глобальных экономических потрясений. И если правительство, например, Ангелы Меркель запомнилось борьбой с пандемией, то его эпоха стала временем конфронтации с Путиным и геополитической нестабильности. Внимание Шольца также было обращено и на США, где возвращение Трампа может коренным образом изменить глобальный расклад сил. Он сказал:
Сильный встречный ветер не исчезнет, и нужно быть честным, в ближайшие годы это не изменится, предупредил канцлер, призывая немцев готовиться к новым вызовам. Хочу вам также сказать для информации, что последние рейтинги ставят партию Фридриха Мерца, ХДС, Христианско-демократическую партию, на первое место. У них сейчас 29%, тогда когда рейтинги с СДП Шольца упали до 16%. Это означает одно – борьба в последнюю неделю становится очень отчаянной. Но Олаф Шольц не стал церемониться со своим соперником. Он сказал: «Ваша политика по Украине – это сплошная неразбериха. Ваша позиция по энергетике – это путь к экономическому краху. Вы разрушите нашу экономику. Ваше альтернативное бюджетное планирование – это дырище размером в 130 миллиардов евро». Вот так он парировал Фридриху Мерцу. Но главный удар Шольца пришелся на попытки Христианско-демократического союза Мерца скрыть, на чем именно они собираются экономить, чтобы не было вот этой дыры. Шольц продолжал в свою очередь атаковать. Где вы собираетесь урезать расходы? На пенсию, на социальные выплаты, на инфраструктуру? Гремел канцлер за трибуной, требуя от Мерца ясного ответа. Перестаньте юлить, скажите немцам правду. Вы уклоняетесь от ответа уже месяцы, и это вызывает самые худшие подозрения. Друзья, дебаты, конечно, накалялись там по полной, и я уверен, что предстоящие выборы обещают стать одним из самых напряженных в современной истории Германии, и мы с вами будем этому свидетелями. После разгромной речи Олафа Шольца Фридрих Мерц не остался в стороне и нанес мощнейший ответный удар. Он обвинил канцлера в экономическом провале, в хаосе и миграционной политике и полной неспособности к самокритике. Он заявил, цитата: «Это все, что вы можете предложить немцам после 3,5 лет на посту?» Язвительно спросил Мерц, обвиняя канцлера в том, что тот занимается лишь нападками на оппозицию вместо того, чтобы говорить о реальных проблемах страны. «Вы провалили экономику. Ваша бюджетная политика – это катастрофа», заявил лидер ХДС, сравнив текущее состояние немецкой экономики с разрушенным зданием, в котором нет больше ни фундамента, ни крыш. Однако, друзья, главной темой его выступления стала массированная критика миграционной политики Олафа Шольца. 800 тысяч новых соискателей убежища прибыли в Германию за время вашего правления. Громко напомнил Мерц, возложив ответственность за кризис именно на канцлера. Вы сделали на местном уровне проблему, которую теперь невозможно решить. Мэрии и коммунальные службы перегружены, муниципальные бюджеты трещат по швам, а интеграционная система уже не справляется. Вот к чему, по словам Мерца, привели решение Шольца. Но, пожалуй, друзья, самый жесткий выпад касался полного отсутствия у Шольца именно самокритики. «Вы всегда находите виновных, но только не себя», – говорил Мерц. «Все, что мы слышим от вас, это я. Я сделал все правильно, я не совершил ошибок, я самый умный. Только вот, похоже, весь остальной мир этого не понимает». На повышенных тонах говорил лидер ХДС Фридрих Мерц. Также Мерц не оставил шанса Шольцу уйти от критики, дав понять, что избиратели видят все эти реальные положения дел и уже устали от правительства, которое отрицает очевидные проблемы. Тогда Шольц, в свою очередь, призвал не допускать союз ХДС и альтернативы для Германии. Но Мерц, в свою очередь, жестко пресек эти обвинения, заявив, что никакого союза с альтернативой для Германии не будет и точка. Он обвинил канцлера Шольца в манипуляциях общественным мнением. «Вы создаете искусственного врага, чтобы запугивать людей. Вы строите иллюзии, выдуманную фигуру, с помощью которой пытаетесь держать власть через страх», – говорил Мерц. В зале, конечно же, в тот момент повисло такое напряжение, что казалось, вся штукатурка в зале, на стенах потрескается. Конфронтация между лидерами накалялась с каждой секунды, и было уже ясно, борьба за власть вступает в решающую фазу. Политическая сцена и трибуна Бундестага раскалилась уже до предела, уже стали красны. В каждом выступлении звучала одна и та же угроза: альтернатива для Германии, крах демократии и так дальше. Олаф Шольц не скрывал своей тревоги, в своей речи он рисовал апокалиптическую целую картину будущего, если альтернатива для Германии все-таки окажется у власти. Цитата: «Мы не можем позволить, чтобы Германия пошла по пути популизма», заявил он, обращаясь к парламенту. «Если мы не остановим это сейчас, завтра будет поздно».
Также Шольц предупредил о страшных последствиях, если к власти в стране все-таки придет АДГ. Фридрих Мерц, в свою очередь, атаковал не только Шольца, но и всю правящую коалицию. Он сказал: «Сегодня у альтернативы для Германии 20% поддержки, завтра их может быть больше», – громко заявил Мерц. «Если следующая правящая коалиция снова провалится, народ сделает свой выбор, и вам он не понравится». То есть Мерц фактически дал понять, что нынешнее правительство само подталкивает людей в объятия правых, игнорируя вот эти реальные проблемы страны. В свою очередь выступил также и бывший министр финансов и лидер Свободно-демократической партии Кристиан Линднер, и он тоже не стал скрывать угрозу политического кризиса. Он заявил: если правительство не может решить проблемы страны, люди будут искать альтернативу. Также он напомнил, что граждане все чаще голосуют протестно, поскольку разочарованы политикой традиционных партий. В свою очередь был также и зеленый кандидат в канцлеры Роберт Хабек, который тоже выступил и вышел с громким предупреждением не только для Германии, а вообще для всей Европы. «Мы не победим популизм, копируя его методы», – заявил он, призывая остановить распространение правых идей. Он также предупредил, что эта правая волна охватывает не только Германию, но и всю Европу. Друзья, на самом деле, слыша это все, это действительно была вот такая политическая арена, где все бушевало и кипело. И каждый пытался показать себя спасителем демократии. Но никто не предложил реального выхода из кризиса. Вот такая у них политика. Ну а пока политики спорили, рейтинги альтернативы для Германии, я напомню, продолжают расти. На фоне нападок от ведущих партий лидеры АДГ Алис Вайдель и Тина Хрупала не только не дрогнули, но они заявили о своем видении будущего Германии. Алис Вайдель, кандидат в канцлеры от альтернативы для Германии, выступила с жесткой и уверенной речью, рисуя картину Германии будущего под управлением АДГ. Цитата: «Мы вернем себе свою сильную валюту. Мы остановим безумие субсидий на зеленую энергетику. Мы восстановим атомную энергетику и обеспечим дешевые энергоносители из России». Зал замер. Вайдель говорила уверенно, напористо и вызывающе. Но ее выступление вызвало шквал критики со стороны представителей «Зеленых» и тех же СДПГ. Они начали громко выкрикивать реплики в ответ, перебивая ее выступление. Вайдель, конечно же, не сдержалась и врезала им в ответ. «Вы все никогда в жизни не работали. Что вы здесь делаете?» – сказала Вайдель. Зал еще больше вскипел после этих слов, воцарился шум и хаос. Тогда Вайдель не выдержала и обратилась к председателю Бундестага Берсель Бас с просьбой прекратить вот эти выкрики. Но та холодно парировала Вайдель. «Вы можете сказать то же самое своей фракции, которая тоже постоянно кричит». Друзья, это просто невероятно, что делалось в Бундестаге. Вайдель только на это все усмехнулась, а далее взял слово сопредседатель АДГ «Альтернативы для Германии» Тина Хрупала. Он сразу, без промедления, пошел в наступление на главного оппозиционного игрока ХДС-ХСС, то есть Фридриха Мерца. Его цитата: «Вы, господин Мерц, должны перестать мыслить в логике «друг» или «враг» и начать работать на благо Германии». Он напрямую обратился к ХДС-ХСС, предлагая отбросить старые споры и совместно работать против левого правительства. Но, друзья, готов ли Мерц пойти на союз с теми, отношения с кем еще недавно называл неприемлемыми? И здесь, друзья, атмосферу, которая царила в зале, уже трудно передать словами. В Бундестаге просто разгорелась настоящая политическая дуэль. На этот раз в атаку пошел вице-канцлер и кандидат в канцлеры от «Зеленых» Роберт Хабек. Он выступил обратно с эмоциональной речью, призывая будущую правительственную коалицию не отказываться от этих амбициозных климатических реформ. Он заявил: «Если мы сейчас замедлим борьбу с климатическими изменениями, завтра нам придется вводить гораздо более жесткие ограничения на свободу граждан». Напомнил он предупреждение Конституционного суда от 2021 года. Он прямо обратился к политической элите и сказал: «Мы не имеем права отступать перед трудностями. Это вызов именно нашего поколения, и мы не можем сбежать от ответственности». Но, друзья, главным объектом атаки Хабета стала консервативная оппозиция в лидере ХДС-ХСС. С нескрываемым сарказмом он обрушился на их политику.
Эти самые лица в министерствах от ХДС и ХСС развивали медленные медные кабели, когда весь мир уже переходил на оптоволокно. А теперь те же самые лица рассказывают нам, что нужно оптимизировать масляные котлы и двигатели внутреннего сгорания, чтобы быть конкурентоспособными. В этот момент в зале началось полное недовольство и гудение. Оппозиционные депутаты возмутились насмешливым тоном Хабика, из рядов ХДС послышалось крики возмущения. Но Хабик не собирался останавливаться, он продолжил свою жесткую риторику, несмотря на все эти крики и обвинения, и в свою очередь тоже обвинил консерваторов в том, что они хотят загнать Германию в технологическое прошлое. «Вы не можете строить будущее, если цепляетесь за прошлое», – заявил Хабик. Но, друзья, не все атаки были такими жесткими. Линднер, например, прямо решил присудить Шольцу Нобелевскую премию сразу там в зале и заявил, Олаф Шольц без сомнения получит Нобелевскую премию по физике, заявил он с улыбкой. Он ведь доказал, что параллельные вселенные существуют. Линднер имел в виду, что Шольц, похоже, живет в каком-то другом мире, где экономика страны процветает, налогов никаких нет, а кризисов как не было, так и нет и не будет. В реальности же, друзья, как напомнил Линднер, дела обстоят совсем иначе. Бизнес с каждым днем все тяжелее дышит, налоги растут, а предприятия уезжают в другие страны. Цитата. «Пока наши предприниматели ломают голову, как выжить, Шольц утверждает, что все в порядке в Германии. Вот это и есть параллельная вселенная», – сказал Линднер. Но на этом крики не закончились. Ларс Клинвальд, это лидер СДПГ, тоже не остался в стороне и решил защитить Шольца, поэтому обрушился с критикой на Фридриха Мерца, лидера ХДС-ХСС, обвиняя его в том, что он все видит в черных тонах. «Господин Мерц, вы что, серьезно? У нас в стране все на грани катастрофы. По вашему мнению, экономика падает, преступность заполонила улицы, негде пройти. Мигранты сплошные преступники. Это же не наша реальность», – сказал он, едва не крича. Затем Клинвальд перешел к личным уколам, заявив, что Мерц как будто бы постоянно ворчит, как на семейных праздниках. Он все с чем-то недоволен. Он никогда не нес ответственности, но зато всегда знает, как лучше управлять страной. Вот это как раз о вас, господин Мерц. Но знаете, чем все это закончится? В конце концов, останутся только те, кто вас будет слушать. А в вашем случае это, похоже, только альтернатива для Германии, сказал Клинвальд с усмешкой. Словом, друзья, Бундестаг превратился в настоящее поле битвы, где каждый по очереди наносил удары и не собирался останавливаться. Председатель земельной группы ХСС Александр Домбрид не мог не воспользоваться своим шансом и с ухмылкой подхватил данную тему. Он напомнил о внутренних дискуссиях в рядах социал-демократической партии. А не было бы разумнее выставить в качестве кандидата в канцлеры вашего министра обороны Бориса Писториуса, спросил он. С вашей семейной вечеринки до сих пор доносятся слухи, что вы бы с радостью избавились от Олафа Шольца, выпалил Домбрид, вызвав бурный смех. Даже сам Клинвальд, который только что яростно защищал своего канцлера, не смог скрыть усмешку. Но, друзья, за этими колкими репликами скрывается куда более серьезное противостояние между СДПГ и блоком ХДС-ХСС. Очень натянутые отношения, уже давно вы знаете, но в этот раз градус враждебности был особенно высок. Политики буквально соревновались в острословии, стараясь нанести друг другу как можно более болезненные словесные удары. От их речей пахло не просто критикой, это была настоящая холодная война в парламенте. И вот тут возникает интересный вопрос, а как же эти люди после выборов собираются между собой договариваться о возможном правительственном союзе? Ведь если верить им сегодняшним заявлениям и обвинениям, то они просто ненавидят друг друга, так что даже случайно оказавшись в одном лифте, предпочли бы, наверное, нажать кнопку «Стоп» и выйти. Для Кевина Кюнерта этот день был, конечно же, особенным. Он мог бы спокойно где-то там отсиживаться в стороне, ведь еще в начале ноября, я напомню, политик неожиданно объявил о своем немедленном уходе из политики по состоянию здоровья. Однако вместо тихого прощания он все же решил оставить громкий след в парламентской истории, выйдя к трибуне с прощальной речью. И главной темой его выступления стало отношение именно ХДС-ХСС и Свободно-демократической партии к альтернативе для Германии. И здесь Кюнерт решил сразу расставить точки над «и». Он сказал:
Нет, ХДС и Свободно-демократическая партия, они не штурмуют офисы, не срывают плакаты, не угрожают людям. Казалось, он выступал как миротворец, призывая не разбрасываться слишком громкими обвинениями. В этот момент зал даже одобрительно зааплодировал. Политики из разных фракций подходили к Кюнерту, жали ему руку, желали скорейшего выздоровления. Это был тот редкий момент единства в Бундестаге, но продлился он недолго. Атака на Мерца, и здесь был нанесен финальный удар. Как только Кюнерт переключился на Фридриха Мерца, атмосфера в зале резко изменилась. Он обвинил лидера ХДС в молчании по поводу скандального выхода Мишеля Фридмана из партии, намекая, что Мерц предпочел просто сделать вид, что ничего не произошло. Он говорил только о новых членах партии, но проигнорировал саму причину кризиса в партии, заявил Кюнерт, добавив весомую фразу: «Здесь четко прослеживается ваша закономерность. Удобство побеждает принципы». Мерц не дрогнул, его лицо оставалось каменно, спокойным, но было очевидно, что ему неприятно, что последнее слово в финальных дебатах перед выборами осталось именно за социал-демократической партией. Такое публичное унижение, конечно же, не забывается. Но, друзья, я вам скажу от себя, политика – это искусство перевоплощения. После всех этих громких скандалов, нападок, они, как ни в чем не бывало, скорее всего, сядут за стол переговоров и будут уверять народ, что давно мечтали о таком сотрудничестве. Будут улыбки, рукопожатия, красивые лозунги, скорее всего, будто бы всех этих ядовитых выпадков и не было. И главное, чтобы все их избиратели поверили в этот спектакль. Друзья, спасибо за вашу поддержку. Если вам важно, чтобы такие видео выходили чаще, не забудьте поставить лайк, подписаться, и увидимся в следующем выпуске. До встречи и хороших вам новостей.